16 октября 2022 года полиция в Лейси, штат Вашингтон, получила тревожный звонок с паническими приглушенными криками и истерическим лаем собаки. Через несколько секунд линия оборвалась, и стало ясно, что кем бы ни был звонивший, он остро нуждался в помощи. Звонок был отслежен, и полицейские были отправлены в дом в округе Терстон, но было слишком поздно. Они обнаружили, что дверь гаража открыта, а дом пуст. Несколько минут спустя двое детей, проживающих в этом доме, вернулись из похода по магазинам и сообщили полицейским, что получили экстренное предупреждение от Apple Watch их матери, 42-летней Ян Кан, но женщины нигде не было рядом. Камера наблюдения из дома соседки показала, что некий мужчина поспешно въезжает, а затем через несколько минут уезжает от дома пропавшей женщины. Позже патруль штата Вашингтон опубликовал сообщение, что мать двоих детей была похищена бывшим мужем, 53-летним Чхэ Кенанем. Примерно через 12 часов, незадолго до полуночи, обезумевшая женщина постучала в дверь дома незнакомца, умоляя о помощи. У нее была клейкая лента на запястьях и лодыжках, а в волосах грязь. Женщиной была молодая Ян Кан, и она сказала домовладельцу, что ее бывший муж пытался ее убить. После этого незамедлительно была вызвана полиция. Когда власти прибыли через несколько минут, они обнаружили женщину, прячущуюся за сараем. Испуганная женщина рассказала офицерам свою историю. Ян Кан переживала горький развод со своим бывшим мужем Чхэ Кеном. Она вернулась домой из церкви и обнаружила, что он прячется в ее спальне. Они поссорились из-за финансов, и Чхэ Кен сказал бывшей супруге, что он скорее убьет ее, чем отдаст ей свои пенсионные деньги, поскольку являлся ветераном боевых действий. Затем женщина рассказала следователям, что Чхэ Кен несколько раз ударил ее по голове, связал и заклеил глаза и рот клейкой лентой. Пока бывший супруг ходил за автомобилем, ей удалось позвонить в 911 с помощью Apple Watch, но она не смогла вымолвить ни слова. После того, как она отправила экстренное предупреждение своим детям, Чхэ Кен сорвал часы с ее запястья и разбил их молотком. Женщина сказала, что он затащил ее в гараж, бросил в свой синий додж и сказал ей, что она умрет. Предположительно, он поехал в лес, ударил ее ножом в грудь, вырыл яму и похоронил ее заживо. Ян Кан сказала следователям, что слышала, как отец ее детей бросает на нее землю, а затем он положил большое дерево на свежую неглубокую могилу. Прошло несколько часов, когда женщине удалось снять скотч с ее рук. Она выбралась из могилы и побежала, пока не нашла ближайший дом и не постучала в дверь. Чхэ Кен был объявлен в розыск, и он был арестован позже тем же днем. Ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени, похищении первой степени и нападении первой степени. В прошлом в дом этой семьи несколько раз вызывали полицию из-за случаев домашнего насилия, и у Ян Кан был защитный ордер против ее бывшего мужа. Через своего адвоката женщина умоляла суд не освобождать бывшего супруга, заявив: «Пожалуйста, никакого залога, я действительно боюсь за свою жизнь, я просто хочу подчеркнуть, что я так сильно его боюсь и что он снова попытается меня убить, если выйдет на свободу. Это просто чудо, что в спешке он не закрыл землей мои органы дыхания». К счастью, ее просьба была удовлетворена, и он содержится под стражей без права внесения залога. Судьба алчного бывшего мужа решится в ближайшее время. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.